Цель выбрана, расчеты сделаны. Орешник ждет команды, и Москва уже сообщила об этом американцам. Раскрыты секретные документы разведки, биолаборатории на Украине существовали. Конфликт НАТО-Россия неизбежен, а Путин тем временем подписал указ, который меняет правила игры. Сделка, которую считали невозможной, случится через 48 часов. Иран объявил о победе над американцами. Европа сделала ставку. Назад дороги нет. Макрон и Канада подписали военный союз, а Брюссель объявил дату вступления Украины в Европейский Союз. Всех приветствую. Это Медиашот. Сегодня коротко и по делу. Лайк, подписка и начинаем. Москва предупредила Вашингтон. Американцы немедленно передали информацию Киеву. Орешник готов к применению. Цель – украинская столица. Это не утечка из анонимных источников. Это закрытый дипломатический сигнал по прямым каналам между двумя ядерными державами. Такие вещи просто так не делаются. Орешник – гиперзвуковая баллистическая ракета, скорость свыше 10 махов. Существующие западные комплексы ПВО ее не берут. Ни Патриот, ни САМ-П-Т, ни что-либо еще из того, что сейчас есть у Киева. Время подлета до украинской столицы – минуты. Перехватить ее на финальном участке траектории технически невозможно. Впервые Орешник был применен в ноябре 2024 года. Удар по Днепру. Тогда это стало неожиданностью для всего Запада. Реакция была показательной. Несколько дней тишины в европейских столицах, срочные консультации за закрытыми дверями. Сейчас информация об ударе активно расходится по украинским телеграм-каналам. Киев в курсе. Паника или нет – другой вопрос. Но предупреждение и защита – разные вещи. Орешник летит туда, куда решат в Москве. И этот момент, судя по всему, уже близко. 3 года это отрицали. Теперь рассекретили сами. Опубликованные материалы американской разведки подтверждают, Соединенные Штаты финансировали более 120 биологических лабораторий в 30 странах мира. Украина в этом списке. То, что называли российской пропагандой, оказалось в официальных документах Центрального разведывательного управления. Программа финансировалась через Министерство обороны Соединенных Штатов, структуру DTRA – Агентство по снижению угрозы. Официальная версия всегда была одна – мирные исследования, контроль над патогенами, биобезопасность. Но вопрос не в официальной версии. Вопрос в том, почему эти объекты были засекречены, почему отрицали и почему документы всплыли именно сейчас. На Украине лаборатории появились еще в начале 2000-х. Киев предоставлял помещения и персонал. Американцы финансировали и контролировали исследования. Что именно изучалось на части объектов, в рассекреченных материалах до конца не раскрыто. Ряд документов по-прежнему остается закрытым. Это не первый раз, когда тема всплывает. В марте 2022 года заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд на слушаниях в Сенате фактически подтвердила существование биообъектов на Украине, оговорившись, что американская сторона обеспокоена возможным захватом этих материалов российскими войсками. Тогда это быстро замяли. Сейчас документы на столе. 120 лабораторий, 30 стран. И это только то, что решили показать. Парламент Швеции издал доклад. Там написано прямо: боевые действия между Россией и НАТО начнутся в ближайшее время. Невозможны, не исключены, вероятно, скоро. Швеция вступила в НАТО в 2024 году. Страна, которая не воевала больше 200 лет. И именно ее военный комитет сейчас выдает такие оценки. НАТО готовится. Учения идут по всему восточному флангу, от Финляндии до Румынии. Контингенты увеличиваются, техника перебрасывается, инфраструктура строится. Все это происходит прямо сейчас, без лишнего шума в прессе. Путин ответил своим способом. Подписан указ. Штатная численность российской армии устанавливается в 2 миллиона 399 тысяч человек. Это не экстренная мобилизация, это плановая структура. Финансирование, логистика, командование. Такие вещи готовятся годами, и вот теперь закреплены на бумаге официальным указом. Несколько лет назад российская армия насчитывала около 1 миллиона человек. Сейчас почти 2,5. Рост в 2 с лишним раза за время активной фазы конфликта на Украине. На бумаге это называется штатная численность. На практике крупнейшая армия на континенте, которая продолжает комплектоваться прямо сейчас. Иран и Соединенные Штаты на финишной прямой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил: текст Исламабадского меморандума согласован, подписание состоится в цифровом формате в ближайшие дни.
В нынешнем соглашении, которое называется Меморандумом о взаимопонимании и известно как Исламабадский меморандум, объявляется о прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан. Два этапа. Сначала прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Потом все остальное. Ядерный вопрос на первом этапе не обсуждается. Мы отложили ядерный вопрос до подписания окончательного соглашения по разным причинам, так как в нынешних условиях его обсуждение было действительно невозможным. Их требования были совершенно неприемлемыми. Поэтому мы подняли другие вопросы, по которым можно было договориться на первом этапе. Тегеран прямо сказал, условия, которые выдвигал Вашингтон по ядерной программе, были неприемлемы. Этот разговор отложен до финального соглашения. Иран соглашается на перемирие, не уступая в главном. Подписание пройдет дистанционно, каждая сторона подпишет документ отдельно, без совместной церемонии. Эти переговоры, которые приведут к окончанию войны, будут проходить в два этапа. На первом этапе будет подписан меморандум о взаимопонимании между Ираном и Соединенными Штатами. Затем начнутся переговоры по второму этапу, и в итоге на втором этапе будет заключено окончательное соглашение. Технически это объясняется логистикой. Политически обе стороны избегают публичного рукопожатия, которое пришлось бы объяснять своей аудитории. Тегеран при этом обозначил красную линию четко. Если Вашингтон вернется к языку ультиматумов, Иран готов к военному сценарию. Это не риторика для внутреннего потребления. Это часть переговорной позиции, которую Аракчи озвучил публично. Наша позиция ясна. Если бы мы собирались уступить силе и давлению, мы бы уже давно уступили. Если бы угрозы атаковать инфраструктуру или другие угрозы заставили нас отступить, мы бы уже давно отступили. Но это не так. Другой стороне были четко даны понять, что угрозы имеют обратный эффект. Если вы хотите прийти к взаимопониманию, риторика должна измениться. Если вы хотите прибегнуть к угрозам, давлению и войне, мы готовы. Сделка почти на столе, но почти в ближневосточной дипломатии это отдельная история. Накануне саммита G7 в Париже Макрон встретился с премьер-министром Канады. Военное сотрудничество расширено, пакт подписан. Два союзника синхронизируются и делают это открыто. Макрон поднял тему оборонных бюджетов, оба государства их наращивают. Но денег недостаточно, если нет промышленной базы. Следующий шаг – перевести политическое сближение в конкретное производственное сотрудничество. Вы приняли важное решение об увеличении оборонного бюджета Канады. Франция сделала то же самое в последние годы. У нашей оборонной промышленности есть реальная взаимодополняемость. Очевидно, что сейчас задача состоит в том, чтобы перейти от политической конвергенции к конкретному, устойчивому, взаимному промышленному сотрудничеству. Отдельно французский президент остановился на роли Канады в коалиции по поддержке Украины. Оттава в этой коалиции с самого начала, и Париж рассматривает это не как жест, а как стратегическую последовательность. Но я хочу подчеркнуть, насколько ваше присутствие в основных коалициях, в частности в коалиции добровольцев на стороне Украины, также является важным признаком этой согласованности, включая в том числе оперативной и военной. Макрон также напомнил об общей позиции двух стран по украинскому конфликту. 4 года единого курса, без отступлений. Канада и Франция – державы мира. Вот уже 4 года мы поддерживаем Украину, отвергая угрозы со стороны России, осуждая безответственную эскалацию Москвы. И в тот же день Брюссель. Урсула фон дер Ляйен объявила, переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз начинаются в понедельник, 15 июня. После 3 лет обсуждений и политических торгов процесс запущен официально. Вступление в Евросоюз – это не завтра, процесс занимает годы. Но старт переговоров именно сейчас, в разгар активной фазы конфликта, Европа делает ставку открыто. G7 в Париже на этой неделе. Судя по тому, что происходит последние дни, договоренности уже есть. Саммит их просто зафиксирует. Итак, что мы имеем сегодня? В Киеве готовится, а Орешник ждет команды. Шведские военные называют конфликт НАТО-Россия неизбежным. Путин закрепил на бумаге армию в 2,5 миллиона. Иран и Соединенные Штаты на финишной линии по сделке. А Брюссель открыл переговоры по Украине. Что думаете? Пишите в комментариях. Лайк и подписка, если материал был полезен. С вами был Медиашот. До встречи в следующем выпуске.